Так, сейчас для неверующих пойду на заправку, буду снимать и разговаривать чисто по-русски. Сейчас я зайду, буду говорить на русском. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Сегодня хочу записать такое видео прямо с машины. Буду ехать по Ирпеню в сторону заправки. И вдогонку вчерашнему моему видео про пункты незламности просто хочу объяснить некоторые непонятные вопросы. Люди задавали вопросы. В основном, конечно, из России люди ничего не понимают. Но все равно нужно что-то объяснить. Ну, во-первых, русских очень заинтересовало, почему, заходя в палатки, я переходил на украинскую мову. Ну, я там объяснял в комментариях, но, видимо, не все же читают, поэтому это нормально. Для Украины это нормально. Мы, уже как-то сложилась такая традиция, когда ты заходишь в общественное помещение, в супермаркет, куда-то, скажем, в церковь какую-то, не знаю, на какое-то собрание людей. И поскольку у нас большинство все-таки украиномовных людей в Украине, то я из уважения к мове перехожу на украинский язык. А почему я не веду блог на украинском языке? Потому что просто хочу быть понятным для людей, которые не понимают украинского. А они живут не только в России, они живут еще и за рубежом, в странах Европы, в Америке. Есть много людей, которые понимают по-русски, но не понимают по-украински. В Израиле, например. Не все снимать можно вперед из машины, поэтому я камеру снял. В общем, покажу вам сейчас уже этот наш торговый центр «Жираф». Разобрали полностью, остался только каркасик вот такой. Будут его восстанавливать, видимо. Подъехал на заправку. Ну, есть небольшая очередь на бензин. Возле каждой колонки стоит по 2-3 машины. Ну, тут, в принципе, всегда такая ситуация, даже в мирное время было, потому что заправка находится в таком месте, где хороший трафик идет, и здесь всегда просто много машин. Заправка сама, здание заправки, видите, он там пострадало, туда попал снаряд, видимо. Вот, раньше касса находилась в этой двери, а сейчас она занавешена, это здание не работает, касса в другом месте, там, где раньше был ресторан. Ну и вот цена на топливо на заправке КЛО. Посмотрите, 95-й бензин Вентус стоит 51 гривну. Дизель Вентус стоит 57,69, почему-то дороже. И газ стоит 29 гривен за литр. Кроме того, я выяснил, что здесь есть еще два вида бензина. Есть еще более дешевый 95-й какой-то, и есть даже 92-й. Вот, но здесь, поскольку табло еще не работает полностью, то здесь его как бы не получилось высветить. То есть с бензином все нормально, на каждой заправке есть, и нет никаких проблем пока ни с каким видом топлива. Так, сейчас для неверующих пойду на заправку, буду снимать, если получится, конечно, и разговаривать чисто по-русски. Давайте я держу здесь. Шестая колонка, 95-й Вентус до полного. Банк. А посмотрите, пожалуйста, уже заправилась, я просто не понимаю. Мы сколько брал? До полного. Меня просто не могут рассчитать там. Все уже, да? Да. Спасибо. списати, да? Да, если есть, пожалуйста. 30
37, 90, списуємо. Давайте. Це, будь ласка, гарно. Ну вы слышали, я все время разговаривал на русском языке там внутри заправки, хотя со мной продавец, девушка, так лагідно розмовляла українською, мені весь час хотілося перейти на українську, бо я так устроен, что если со мной говорят на каком-то языке, если я его знаю, мне хочется перейти. Я всегда так делал, где бы я ни жил. Ну вот смотрите, пока я заправлял бензин, смотрю, и в окнах уже не горит свет. Похоже, что все-таки сегодня отключили, хотя целый день был свет. Ну и ракетного обстрела сегодня не было. Была воздушная тревога, там сообщали о взлетах самолетов откуда-то, бомбардировщиков, но самих ракет не было. Видимо, они прицеливаются как-то. Потому что, я думаю, они вряд ли от нас вот так просто отстанут. Они там готовятся, какие-то планы новых разрушений. Не знаю, что будет дальше. Пока ситуация вот такая. Живем одним днем. Что называется, в настоящем моменте живем. Не планируем надолго. Потому что все планы могут порушиться в любой момент. Поскольку под вечер свет в городе погас, видите, дома стоят с темными окнами, а сейчас уже вечер, уже надо включать свет. И освещаются только магазинчики, у которых работают генераторы. Вот кафешки, магазинчики. Я решил посмотреть еще на один пункт незламности. Он находится где-то здесь, в Центральном парке. Хочу посмотреть, насколько много людей собирается там в тот момент, когда в домах нету света. Так, вот, смотрите, сразу на входе в Центральный парк стоит такая палатка, пункт незламности. Но почему-то я не слышу работающего генератора здесь. Его просто не слышно, потому что дорога рядом. Это устройство работает. А вот и генератор, глядь, какой мощный. Но он сейчас не включен. Возможно, они просто запитаны откуда-то еще. Сейчас я зайду. Буду говорить на русском. Здравствуйте. Там ж нормально. Ну, це добре, що нормально. Ти ж не хочеш, що там. Як воно там. Достаточно много людей, да? Сейчас свет везде потушили. Да. Можно даже кофейку попить. Добрый день. Вы тут администратор, да? Ну, Я слышал про Starlink. Что тут поставили Starlink. есть. Вот это он, покажите мне, я его не видел никогда. Как он Ну, выглядит? вот смотрите, вот это, вот там было? стоит, вот там вот стоит антенна На улице, да? на улице. А Вот тут? здесь тоже. Вот это небольшая антенка, да? Да. И все, И тут просто модем, и он раздает, да? Да. Все ясно. Сейчас гляну на антенну. Ну, надо. Сразу на палатке. Так, смотрите, Starlink стоит прямо на палатке. В тех палатках, которые в прошлом видео я показывал, стояли круглые антенки, а вот Starlink именно квадратный почему-то. В общем, вы слышали, люди запросто разговаривают на русском, если их спрашиваешь на русском. Если бы я спросил на украинском, со мной бы говорили на украинском. Нет никакой проблемы. Не стоит думать, что если русскоязычный, то сразу пророссийский. Это два разных понятия. Есть масса украинцев, вот вроде меня, которые всю жизнь живут в Украине. Просто, как бы так исторически сложилось, говорят на русском языке, это их родной язык. И вообще я считаю, что язык этот не принадлежит нынешней России. Это вообще один из славянских языков. Как есть английский, американский, английский, австралийский, английский, британский, английский, индийский, так и должен быть русский, украинский, русский, казахский, кстати, сильно отличающийся, русский, грузинский и всякое такое. То есть многие люди в разных странах говорят по-русски, и нужно к этому спокойно относиться. И у нас, в принципе,
к этому большинство людей, подавляющее большинство, спокойно относится. Так что, я думаю, ну как-то осветил этот вопрос. Вообще замок мертв, а на следующем этаже прощелкнут. Я такого еще прикола не видел. Тут что, не открывается? Прикинь, долбился. Мертво. Да. Я, блин, уже... Вы замерзли там, наверное. Вам повезло сегодня. Так, отойдите от края двери. Да. Так вас тут так много, аж трое. Да, ну давайте туда как-то. Давайте руку. Осторожно голову. Давайте руку, осторожно голову. Так, то не ваши, да? Да, то мусор. Ладно, сейчас мы- Ну, блин, было трудно. Да. Вам так не повезло. Все, поздравляю вас с освобождением. Вы в гостях были или шли в гости? Там Куда? смотрели квартиру. Квартиру купить хотели. А я побежал, да? Я- Переходили, наверное. Да. Побежал? Или все побежал? Ну, Короче, все обошлось, все кончилось нормально. Люди освободили. Люди просидели, наверное, около 2 часов в лифте. Так что не стоит сейчас ездить на лифте, когда такие вот непредвиденные отключения случаются.